Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз. Гороскоп на декабрь 2023 года. В декабре, это последний месяц уходящего года, мы подводим итоги и строим планы на будущее. В декабре мы невольно будем словно оборачиваться назад, сравнивать что-то и анализировать. И вот эти размышления, с одной стороны, они нам совершенно необходимы, чтобы сделать что-то важное на последующий период. Вот те выводы или какое-то окончательное решение для нас будет или может означать переходный момент или то состояние, перед прыжком словно или каким-то квантовым скачком. Правда, такое может для вас проиграться. И вдвойне такое состояние будет еще и обусловлено ретроградностью планет. За последние месяцы как Юпитер, так и Уран находятся в ретро-движении в знаке зодиака Телец. Телец – это первое, все, что касается благополучия, ось отношений, финансы. Ну и второй же момент, ретро, опять же, движение нас будет как будто возвращать все время назад. С чем-то мы должны определиться. Ну и третий момент, или третья планета, с 13 декабря Меркурий тоже в ретро-движении. И что примечательно, 2023 год начался с ретро-движения в знаке зодиака Козерог, как раз Меркурия. И заканчивается этот год тоже ретроградным движением, закончится с заходом на 24 год, это закончится 2 января. Тоже ретро-движение Меркурия в знаке зодиака Козерог. То есть есть какая-то составляющая, как будто с чего год начался, что мне удалось совершить, во что я вкладывался или вкладывалась, каким образом это отозвалось в конечном итоге или какой конечный продукт мы получили. Вот неизбежен, видимо, вот такой момент нашего дежавю, как будто мы должны определиться, чтобы выработать какую-то стратегию, тактику уже на 24 год. Давайте мы узнаем важное событие в этот период. Или что в центре внимания для вас в декабре. На колоде Таро иллюминатов мы достанем основные карты. А на колоде золоченого Таро мы потом откроем несколько позиций по основным сферам деятельности и поясняющие карты достанем. Итак, важное событие или что в центре внимания. Что будет радовать, что будет помогать. С какими неожиданностями можете столкнуться. И какие возможности придут в декабре. Что скрыто, давайте достанем такую карту. И по основным сферам жизни. Дела, работы, бизнес. Посмотрим энергетику. Энергия денег и личная жизнь. Что для нас будет важно определиться. А вообще семерка, как по нумерологии, это время паузы. Это время, когда не следует себя тормошить. И нам, хоть это карты называют иллюзорного успеха, но, видимо, с чем-то мы не должны как просчитаться. Как будто может быть и другая ситуация. Много возможностей. У меня глаза разбежались вот как у этого человека. Он руками развел. Эх, куда же? С чего начать? Правда, 24 год планетарно для вас, мои дорогие, это удачный год. И где-то в декабре, значит, вы будете рассматривать не одну возможность, а несколько. И с чем-то определиться для вас будет важно. Не торопите себя. Когда 7 выпадает, это состояние перезагрузки. Давайте мы с вами узнаем, что же будет радовать. Любовь, мои дорогие, взаимодействие с людьми, которые к вам относятся искренне. Когда ваши отношения строятся не на основе интересов, а когда вас воспринимают такими, какие вы есть. Когда вот искренне, без какой-то меркантильности строится ваша история вашей пары. Хотя по этой карте могут проиграться отношения, может быть, с родственниками, те отношения, которые на расстоянии. О себе могут напомнить люди, друзья, которых вы не видели, может быть, не слышали много лет или какое-то длительное время. Мы можем и увидеть их случайно, встретить где угодно, в магазине, в городе, в какой-то местности еще. Но по этой карте о чем нам говорят? Мы уделяем, в принципе, внимание тем отношениям, как я сказала,
или людям, которым мы можем доверять. Для кого-то из вас это будет смена окружения, и это будет радовать. Вообще, это карта дипломатии, взаимодействия, когда мы сумеем со всеми договориться, какой бы вопрос вы тут ни решали по 7 кубков, если мы больше настроены на диалог или со сложными людьми на нейтралитет. Нет для вас ничего невозможного, это точно. Но кого-то напрямую будет радовать любовь, мои дорогие, ваши отношения в паре. Давайте мы узнаем, с какими неожиданностями мы можем столкнуться. Карта колесницы, старший аркан. Перемены. Да, это карта успеха, это карта удачи, но нам она в первую очередь говорит о чем? Вот-вот какие-то перемены или что-то новое, оно как будто на пороге. Оно начнет входить в нашу жизнь. И наша задача подвести итог. Как будто не удерживает то прошлое, которое уходит. Это могут быть отчасти люди, правда, как смена окружения вашего, а может быть и смена по работе. Какие-то важные выводы вы в декабре будете делать в преддверии 2024 года. По этой карте это может быть и поездка, которую необходимо осуществить, чтобы на местности где-то в отдалении решить тот или иной вопрос, разобраться. Для кого-то из вас это к вам может приехать человек. Или вы будете планировать вообще как куда-то переезд. Может быть и та поездка, которая куда-то недалеко, может быть на праздники вы будете, ну или какая-то возможность у вас предоставится. Или в принципе те события непреодолимой силы, такое тоже проигрывается, которые вас вынуждают, может быть, или заставляют словно что-то изменить тоже. Но больше позитива в этой карте, поэтому не упустить как будто свою удачу для вас будет очень важно. Не оборачиваться где-то назад, пытаясь что-то задержать, потому что, знаете, как правило Вселенной, если мы словно во что-то вцепились и пытаемся любыми силами, чтобы это осталось при нас, то Вселенная может сделать более активное какое-то или проявить участие, чтобы данный, может быть, человек или какое-то событие начисто исчезло из нашей жизни, а мы к этому где-то не готовы. Поэтому к переменам в принципе нужно быть готовым, потому что в декабре это только может начинаться, а дальше это продолжится на январь 2024 года. Какие возможности? Возможности – это карта жадины на сохранение собственного статуса. Может быть, вокруг вас, правда, обстановка, она такая будет турбулентная или общая какая-то, общий фон, ситуация, когда сложно с чем-то сориентироваться или распланировать на будущее, какую-то логическую цепочку развития событий просчитать. Но ваша позиция, ведь это карта якоря, по сути, когда у нас все под контролем. Поэтому, если мы говорим, какие возможности контролировать от начала до конца, все, как и новые начинания, так и что происходит в вашей жизни вообще. Правда, когда мы с чем-то не просчитаемся, когда мы сохраняем и преувеличиваем наши доходы, богатства, наши возможности, как и по построению карьеры или по нашим амбициям. Это когда растут наши достижения, когда то, что есть на данный момент, мы спокойно и уверенно смотрим в будущее, и мы как будто знаем, как взаимодействовать в дальнейшем, потому что есть на что опереться. Что скрыто, давайте узнаем. Это у нас королева мечей, прообраз Юдифи. Юдифи – это библейская история, которая и героиня Юдифи – это та, которая именно ценой собственных усилий освободила не только себя, но и весь народ. Юдиф никому ничего не говорила, у него бы не получилось осуществить такой, ну, где-то сумасшедший и рискованный план, если бы были свидетели или были те, кому она проговорилась. Вы можете что-то скрывать, потому что есть какая-то составляющая, которую я не могу сказать. И правда, можно сказать, и вы столкнуться тоже можете с человеком, который вам не расскажет наперед, что он собирается делать. По этой карте нужно быть рационально хладнокровным, где-то призывать на помощь одновременно интеллект и интуицию по этой карте. Мы можем чему-то учиться или
выяснять в мелочах, добывать какую-то информацию, чтобы с чем-то определиться, какие последующие действия от нас потребуются. Или словно поэтапно просчитываем как тезис-план себе дальнейших действий, как будто составляем. То же самое мы можем столкнуться с интересом, опять же, какого-то человека, который тоже в этих энергиях находится. Поэтому для вас будет очень важно, ну, как слушать свою интуицию, так и уметь находиться вот в таких холодных энергиях, когда всяческие эмоции мы исключаем. Для кого-то из вас, может быть, придется обучаться чему-то. И значит, как будто мы не должны с чем-то просчитаться. Да, есть такой момент, что как мы можем скрывать, так и от нас могут скрывать, но именно интуиция и логика нам помогут решить какую-то задачу. В целом-то ведь позиции ваши очень прочные, но может быть для того, чтобы какое-то дальнейшее было продвижение. Или, может быть, как по карте колесница, мы действительно сталкиваемся с какими-то неожиданностями, и тогда нужно надеяться самим на себя и исключить всяческие эмоции. Что-то вы сможете как-то, юдив, мои дорогие, осуществить. Но как молчание помогает, так и надежда на собственные силы. А еще, когда мы страху смотрим в глаза, потому что Юдив не смогла бы осуществить и совершить такой поступок, если бы она попросту боялась. Поэтому помните, что какие-то сомнения искажают реальность. Поэтому не сомневайтесь в себе, это точно. Дела, работа, бизнес. Вот посмотрите, видимо, будет в течение декабря, может быть, и не раз, как новости или предложения, возможности какие-то. Чаще это возможности. Это то, как информация какая-то к нам приходит, и мы не можем это оставить на потом. Нужно провзаимодействовать, откликнуться, может быть, поехать, отправиться куда-то. И вот по быстроте-то у нас как раз еще и карта колесница. Может быть, много возможностей, а вам придется с чем-то определяться или проучаствовать в каком-то деле и окончательно выяснить, стоит игра свеч или нет. У вас это на дела, на работу, на бизнес. В принципе, скучать будет некогда. И, может быть, я все-таки вижу как больше именно возможностей, потому что семерка кубков нам говорят, не торопись. Несмотря, странно, да, у нас две карты скорости. И вместе с тем, по семерке кубков, мы должны с чем-то очень здраво определиться. И сама, как я сказала, карта 7 не говорит о том, что мы куда-то несемся галопом. Придется либо для кого-то из вас переключаться между этими двумя энергиями, куда-то не опоздать, а с чем-то не поторопиться, или быстро принимать решения по конкретному вопросу. Что это будет? Ведь у каждого как-то по-своему. Давайте мы посмотрим финансы. А по финансам есть определенное разочарование, может быть, не в том эквиваленте суммы, как мы ожидали, или есть какие-то досадные недоразумения, когда вообще это карта хандры и усталости отчасти, когда мы можем не увидеть каких-то возможностей, а нам карта говорит про возможности, как они как будто будут, и само по себе, видимо, сохранение ваших сильных позиций на декабрь месяц, это будет ну, как знаете, не просто отправная точка на последующий период, а, наверное, большой бонус в наше сложное время. Ведь на самом деле не каждый может якорем своеобразным похвастаться, когда все меняется вокруг. И ведь эти перемены, они на 24-й год, они продолжатся. А у вас как раз сильная позиция. И здесь ведь тоже четверка. Просто вот иногда, с учетом тем более этих двух карт, вам может, знаете, как хандра накатить, и такое ощущение, я хожу по кругу. Как будто какое-то дежавю у меня повторяется. Но тут еще и планеты ретроградные. Примите это к сведению тоже. Давайте в личной жизни, что нам говорят. Вот не сомневайтесь, понимаете, по этой карте не мешайте себе. И значит, у кого-то из вас есть возможность даже в сложных отношениях найти взаимопонимание. Если что-то в вашей паре вас не устраивало, как будто озвучить, проговорить, чтобы не мы сами додумывали что-то, вот это вот важно. Тут ведь у нас наша какая-то глубокая философия, девушка показана, она не видит, что происходит вокруг, у нее искаженная реальность, потому что она смотрит вглубь себя. Поэтому и значение этой карты – не мешай себе. Страх, как и сомнение, искажают реальность, правда.
Давайте мы немножко раскроем эти позиции по основным сферам жизни. Если мы говорим про наш труд, работу, бизнес, рассмотрим саму работу, вот, да, основную какую-то, где вы трудитесь, чем вы занимаетесь, что в декабре. Сплошная радость. Может быть, поэтому у нас и глаза разбежались. Есть определенно как возможности, к примеру, благодаря своим амбициям и честолюбию построить карьеру или получить какую-то новую должность, может быть, как вот только вы это озвучите, может быть, что-то быстрее сделать, чем вы предполагали, может быть, найти взаимопонимание с руководителем, ну или что-то вас явно порадует, ведь у нас по тузу кубков идут эмоции, то есть есть радость, понимаете, от работы. Значит, где-то, с учетом шестерки кубков, мы можем договориться. Прекрасное время, чтобы, если действительно вы хотите какие-то свои собственные достижения строить по основному месту работы, продумать разговор, допустим, с руководителем. Давайте мы посмотрим, а на новую работу или, может быть, для кого-то две работы, дополнительная какая-то у вас занятость. Паш мечей. Ну, вот на дополнительную нужно быть реалистом. И если вы думаете, например, да, о смене работы или о каком-то новом направлении, здесь нужно все просчитать. По пажу мечей нужно как будто найти недостающую информацию, узнать, что же истина, что правда, или что или как в моем отношении работает закон. Поэтому будьте внимательны. Давайте мы посмотрим на деньги, энергия денег, основной источник вашего дохода, что будет в декабре. Хотя, если туз кубков выпадает, нас радует и деньги, и работа, в принципе. Итак, все же основной источник дохода, ну да, действительно, нас радует. Посмотрите, десятка пентаклей, вот откуда у вас берется вот эта четверка кубков. Значит, может быть 99,9% от того финансового плана вы что-то осуществите и оставьте какую-то, ну, каплю дегтя на то, что может не получиться осуществить по финансам и не решить какой-то вопрос. И я могу предположить, это обстоятельства так складываются. Поэтому, может быть, вас подталкивает словно Вселенная к тому, чтобы вы приняли какое-то окончательное решение. Деньги есть, деньги будут, вы остаетесь довольны и более чем. Хорошо, новый источник дохода для вас, мои дорогие. Здесь все должно быть рассчитано, просчитано. Это реализация наших планов. И тоже деньги как будто будут. Вообще финансовая составляющая прекрасна. Но рассчитать определенно нужно. По королеве Пентаклей проходит благополучие, достаток. Как будто нас это все радует. Но это самореализация больше карта. И поэтому, если, допустим, ваш дополнительный доход как творчество, чем-то вы занимаетесь, креативите, или вам нравится просто этим заниматься, кто знает в последующем, вы где-то или кто-то из вас может сделать основным источником дохода, но как будто вашу идею вы реализуете и получите материальный эквивалент. Давайте мы узнаем, что в личной жизни для тех, кто в паре, хотя в принципе нам уже сказали на декабрь, как будет строиться для тех, кто в паре, личная жизнь для вашего знака зодиака. Карта самодостаточности. Ну, я могу сказать, что дом полная чаша, если мы на личную жизнь смотрим. Реализация проектов и как будто вы можете даже, есть такая возможность, как семейный бизнес. Или, знаете, общее какое-то дело. Или один другого будет дополнять. Хотя карта больше говорит именно о вашей какой-то самореализации. Но в целом это благополучие. Причем это благополучие с последующим прогрессом. Поэтому могу предположить, что ну, для кого-то только в сторону улучшения. Что-то вы можете обсуждать с партнером, планировать, вот как какой-то переезд. Или будет возможность сменить место жительства, потому что финансовая какая-то составляющая дает вам такие возможности. Вообще больше места радости для тех, кто в сложных отношениях. Да тоже все под контролем. Опять же Пентакли. Мы надеемся на себя, и вы сможете договориться. И неважно, король Пентакли выпадает, и кто меня смотрит, девушки или мужчины. Здесь, как с одной стороны, где-то мы держим под контролем ситуацию, раз. Во-вторых, это, я бы не сказала, что есть какие-то сложности даже договориться или быть понятым. Полный прогресс
подарки, кстати, мои дорогие. Может быть, посредством подарков отчасти какой-то вопрос вам будет решить быстрее или проявиться как более надежный человек. Или, ну, все равно, вот шестерка кубков выпала, да в ваших возможностях все практически, было бы желание. Для тех, кто один или одна, новое знакомство. Вы знаете, ну вообще, по идее, я не могу сказать, что новое знакомство. Хотя шестерка мечей – это перемещение. Где-то в дороге вы можете познакомиться. Или, я бы сказала, вот встретиться с человеком, которого давно не видели. Или вы как раз будете планировать с человеком, которого давно не видели, перемещение или поездку. Скорее для того, чтобы не быть одному или одной. Или есть какой-то, может быть, даже это где-то интерес, а потом этот интерес перерастет во что-то больше, и такое может проиграться тоже. Я не могу сказать, что это любовь с первого взгляда. Нет, по этим картам нет. Но знаете, как человек словно может вернуться из прошлого и стать в последующем для вас хорошим партнером, искренним другом. Или, ну, где-то и про любовь нам говорят тоже. Вот такое может быть. Хотя напоминание или встреча может где-то касаться даже дел каких-то. Или, знаете, не начинается как с какого-то флирта, да, или заигрывания. Нет. А больше нам ведь про искренность говорят. Но нас это тоже радует. Для кого-то, правда, будет еще и поездка. Интересный месяц декабрь в целом для вас, и словно высшие силы вам помогают. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.